Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! Я рада вас вновь видеть на своем канале. Сегодня я буду с вами вязать вот такой вот красивый, интересный зигзаг крючком. Он немножечко нестандартный, но в принципе несложный, и с ним справится при желании даже начинающая рукодельница. Для вязания буду использовать несколько цветов пряжи и крючок, который подходит к размеру моей пряжи. У меня это крючок 2,5. Смотрите, менять цвет можно в любом ряду, можно хоть каждый ряд, можно хоть полностью связать однотонный, это не имеет значения. Ну что ж, меньше слов, больше дела, приступаем к нашему вязанию. Начинаем наше вязание с цепочки из воздушных петель. Первую петельку мы не затягиваем, она нам служит первой рабочей петлей. И дальше вяжем воздушные петли столько, сколько нам необходимо для нашего изделия. Самое главное, чтобы наша цепочка была кратна 18. Провязали нужную нам длину, придерживаем пальчиками последнюю петельку, вяжем одну воздушную. Теперь в эту петлю, в которую мы придерживали пальчиками, она же вторая от крючка, начинаем вязать. Провязываем столбик без накида. Следующую петельку также столбик без накида. И до конца ряда мы с вами будем вязать столбиками без накида, до конца нашей воздушной цепочки. В одну воздушную петлю один столбик без накида. Провязываем так до конца ряда. Теперь провязываем с вами 3 воздушные петли. Разворачиваем вязание. Это наш первый столбик над вот этим первым столбиком. Теперь отсчитываем. Вот этот первый не считаем, начинаем со второго свободного. Раз, два, и в третью петлю, ой, простите, в четвертую. Отсчитываем. Раз, два, три, четыре. В четвертую петлю провязываем 3 столбика с накидом. А дальше уже раз, два, в третью петлю вяжем опять 3 столбика с накидом. Опять раз, два, в третью петлю вяжем 3 столбика с накидом. Теперь 3 воздушные. И сюда же 3 столбика с накидом в эту же точку. Теперь считаем раз, два, три. В третью петлю вяжем 3 столбика с накидом. Теперь раз, два, в третью петлю вяжем первый столбик с накидом, не довязываем до конца. Накид сюда же второй столбик с накидом, не довязываем до конца. И третий столбик с накидом. Провязываем 3 петли и 2. И теперь пропускаем раз, два, три, четыре, пять. В пятую петлю повторяем. Провязываем первый недовязанный столбик с накидом, второй, третий. 3 петли провязали, последние 2 провязали отдельно. Вот смотрите, видите, что у нас получается? Мы провязали к верхней точке, опустились вниз. Теперь будем опять вязать вверх. Для этого мы раз, два, в третью петлю вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Раз, два, три. В третью петельку вяжем 3 столбика с накидом. Три воздушные. И сюда же 3 столбика с накидом. Видите, мы провязали опять вершинку. Вот если вот так вот положить, вот она вершинка. Теперь будем опускаться вниз. Пропускаем раз, два, три, в третью петельку вяжем 3 столбика с накидом.
Теперь раз, два, три, в третью петлю вяжем первый недовязанный столбик, дальше второй недовязанный столбик и третий недовязанный столбик. Провязываем вместе, кроме последней. Последние две провязываем отдельно. Теперь делаем накид, пропускаем раз, два, три, четыре, пять. В пятую петлю первый недовязанный столбик, второй, третий. Провязываем все петли, кроме последней. Последние две провязываем отдельно. Видите, у нас уже узорчик повторился. Вот он. Теперь мы опять, вот мы на нижней точке, точно так же, как были вот здесь. Теперь будем подниматься наверх. Провяжем верхнюю точку, будем опускаться вниз. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Смотрите, дошли мы до конца ряда, вот последняя наша вершина. И теперь вниз мы будем спускаться, но не будем провязывать вот такую вот часть, как мы вязали вот эти вот низшие точки. Мы будем вязать точно так же, как начинали, чтобы у нас начало и конец были одинаковыми. Вот у нас последняя высшая точка, мы провязываем, пропускаем раз, два, в третью петлю вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. Теперь раз, два, три, в третью петлю вяжем опять 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. И теперь в конце ряда раз, два, три, в четвертую петлю вяжем столбик с накидом. Вот мы завершили ряд точно так же, как начали. Начинаем вязание следующего ряда, он полностью повторяет предыдущий. Набираем 3 воздушные петли, которые служат первым столбиком с накидом. Разворачиваем вязание, и теперь вот в это окошко мы не вяжем, а вяжем между вот этими двумя нашими тремя и тремя столбиками, вот сюда. Вяжем 3 столбика с накидом. Теперь в следующий вот этот вот промежуток, следующее окошко, также вяжем 3 столбика с накидом. Вершинку нашу провязываем точно так же, как в предыдущем ряду. Ее формировали 3 столбика с накидом, 3 воздушные и сюда же 3 столбика с накидом. После вершинки начинаем вот в этот вот первый промежуток провязывать 3 столбика с накидом. А теперь вот здесь вот следующий, вот видите, вот тут у нас была наша самая низкая точка, вот сюда вот, не между вот этими двумя, которые формируют нашу низкую точку, а вот сюда вот, перед первой низкой точкой, если можно так сказать. Вот сюда мы вяжем один недовязанный столбик, второй и третий. Провязываем все петли, кроме последней. Последние две провязываем отдельно. Вот этот вот промежуток между двумя низшими вот этими точками мы не трогаем, а сразу вот за второй, вот сюда в окошко начинаем вязать. Также провязываем первый недовязанный столбик. Ой, недовязанный говорю, а сама вяжу. Недовязанный столбик, второй сюда же и третий. Провязываю все петли, кроме последней. Последние две вяжем отдельно. А теперь у нас идет подъем на вершинку. Следующее окошко вяжем 3 столбика с накидом. Так, и теперь вершинку вяжем, как и в прошлый раз, 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий, 3 воздушные и сюда же 3 столбика с накидом. Так. Вот видите, мы повторяем полностью предыдущий ряд. Теперь мы с вами будем опускаться.
опускаться будем. Вот точно так же, как здесь, провязывать нашу низшую точку и опять подниматься. То есть так как мы с вами вот здесь провязали, вяжем до конца ряда. И смотрите, в конце ряда мы завершаем точно так же, как начинали. То есть вот вершинка я провязала, в следующее окошко вяжу 3 столбика с накидом. Следующее вот сюда окошко провязываю 3 столбика с накидом. И 1 столбик я вяжу вот в вершинку. Получается, как бы это третья наша петля подъема. Вот если здесь смотреть. Раз, два, три. Вот в нее. Это вершинка нашего самого первого столбика. Провязываем столбик с накидом. Вот мы провязали с вами 2 ряда узора. Следующий ряд вяжем 1 воздушную, разворачиваем наше вязание. И теперь в первый наш столбик по 2 стеночки петли вяжем столбик без накида. Вот, это в наш первый столбик. Теперь здесь у нас идет связка из 3 столбиков. Первый мы не провязываем, а начинаем вязать во второй. Провязываем раз, и вот он третий столбик, 2. Находим нашу следующую связку, провязываем первый столбик без накида, второй, третий. Следующую связку опять провязываем первый столбик, второй, третий. Там, где были воздушные петли, также вяжем 3 столбика без накида. Следующая связка, провязываем первый столбик, второй, третий. Следующая связка, провязываем первый столбик, второй, третий. Дальше у нас идут вот эти вот низшие точки, и мы провязываем вот в одну вершинку столбик без накида, и вот она вторая, во вторую вершинку столбик без накида. И теперь переходим к вот этой вот связке из 3 столбиков. Провязываем первый столбик, второй, третий. Следующие 3 столбика: первый, второй, третий. И вот мы с вами доходим до угла верхнего. В уголок вяжем 3 столбика. Раз, два, 3. Ну и дальше, собственно, повторяем наше вязание. Точно так же, как мы провязали с вами вот здесь, мы вяжем так до конца ряда. Смотрите, дошли мы с вами до угла, вот провязали в уголок 3 столбика, потом 3 следующих. И теперь давайте завершать ряд. Провязываем раз, два, 3 столбика, раз, два. Третий столбик не провязываем, а вяжем уже в вершинку последнего столбика, это же и третья петля подъема. То есть точно так же, как мы с вами вязали предыдущую сторону, точнее противоположную, точно так же мы сейчас с вами провязали и эту. Дальше провязываем 3 воздушные петли, которые нам служат первым столбиком с накидом. Разворачиваем вязание, и смотрите, сейчас мы будем с вами ориентироваться на вот эти вот столбики. Потому что в предыдущем ряду один вот этот столбик мы пропустили, мы его не вязали. В этом ряду мы с вами пропускаем его, следующий, и начинаем вязать аж получается вот в третий. Но если считать по вот этим столбикам предыдущего ряда, то он у нас второй. Но я вам рекомендую вот сейчас обратиться вот сюда. То есть вот этот столбик, и над ним мы вяжем столбик с накидом. Провязываем первый, и дальше по ходу вяжем второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и 8 столбик у нас должен быть провязан вот в первый столбик, который мы вязали вот сюда в уголок. Теперь во второй столбик, который мы вязали в уголок, мы провязываем 3 столбика с накидом. Первый, сюда же второй, сюда же третий.
теперь опускаемся вниз, смотрим, вот наш первый столбик, мы сейчас будем вязать вниз в тот, который у нас был провязан третьим в уголок. Провязываем первый столбик с накидом, дальше второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Смотрите, дальше у нас идут два столбика, которые принадлежат вот этим вот двум низшим точкам. Мы их пропускаем, раз, два, и в третий столбик, он же первый из вот этой вот следующей связки, начинаем вязать подъем. Первый столбик с накидом, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Видите? То есть здесь вначале у нас было 8 столбиков, а теперь до конца ряда, пока мы не дойдем, у нас будет на подъем по 7 столбиков. Все по узору. Последний вот этот седьмой столбик мы провязали в первую петлю, которая была провязана вот сюда в уголок. Теперь во вторую петлю, которая была провязана в уголок в предыдущем ряду, мы вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй и третий. И теперь начинаем опускаться точно так же, как делали вот здесь. То есть мы с вами сейчас повторяем вниз, вверх, вниз, вверх. И так пока не дойдем до конца ряда. Дошли мы с вами до конца ряда. Вот, теперь провязываем 3 столбика во второй столбик, который был провязан в предыдущем ряду. Первый, второй, третий. И теперь завершить ряд мы должны точно так же, как начинали. Поэтому вяжем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. И теперь провязываем один столбик с накидом, вот в наш последний столбик, вот сюда. Переходим к следующему ряду. Следующий ряд у нас фактически повторяет, даже не фактически, а, наверное, повторяет предыдущий. Набираем 3 воздушные петли, которые служат нам первым столбиком с накидом. Разворачиваем вязание. Этот первый столбик у нас над вот этим первым столбиком. Теперь здесь один столбик пропускаем и во второй начинаем вязать. Вяжем первый столбик с накидом, дальше второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. И восьмой столбик, это как раз, вот видите, вот мы вязали 3 столбика в одну петлю, и вот это первый столбик из этих троих. Теперь во второй столбик мы провязываем 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Теперь идем на спуск. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. И видите, вот здесь у нас остался один свободный столбик. Мы опять пропускаем его, то есть как бы вот, видите, если мы вниз спускаемся, вот с этой стороны один столбик, и с этой мы пропускаем этот и этот. И в третий получается, первый, второй, третий, начинаем вязать и идем на подъем. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой.
Вот опять, видите, вот она наша тройка, в первый мы провязали, во второй вяжем 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. И теперь будем идти на спуск точно так же, как шли здесь. То есть у нас опять идет спуск, подъем, спуск, подъем. Мы провязываем так до конца ряда. Дошли мы с вами до конца ряда. Вот она наша тройка, которую мы вязали вместе. И сейчас нам нужно провязать. Вот первый мы провязали одним столбиком, во второй вяжем 3 столбика. То есть, ну, как обычно мы с вами вершинки делали. И теперь будем спускаться вниз и закрывать ряд. Провязываем первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Здесь у нас остается один столбик не провязанный, мы его не трогаем, пропускаем. И в вершинку последнего столбика, вот этого, там где были воздушные петли, мы вяжем столбик с накидом. Следующий ряд у нас будет вязаться столбиками без накида. Вяжем одну воздушную, разворачиваем вязание. И в наш первый вот этот столбик, вот сюда, провязываем столбик без накида. Дальше один столбик пропускаем. И дальше подряд просто вяжем столбиками без накида до конца ряда. Здесь мы ничего не пропускаем. Просто вот как у нас идут столбики, так мы их и вяжем. И давайте сейчас с вами дойдем вот до этой точки, до ниши. Я вам покажу, что там точно так же все, как мы вот идем по узору. Какой столбик был в предыдущем ряду, такой в этом ряду также провязывается столбиком без накида. Вот, видите, эти столбики, здесь мы также ничего не пропускаем, а вяжем их столбиками без накида. И таким образом провязываем до конца ряда. В конце ряда, смотрите, у нас остался один непровязанный столбик, точно так же, как в начале. И мы вяжем вот в последний столбик, там где были у нас воздушные петли, мы сюда провязываем столбик без накида. То есть мы с вами завершили ряд точно так же, как его начали. На следующий ряд я хочу сменить цвет. Вытаскиваю новую ниточку, провязываю 3 воздушные петли, поворачиваю вязание. Эти 3 петли служат первым столбиком с накидом вот в этот столбик. Дальше пропускаем 1, 2, 3, 4. В четвертую петлю вяжем 3 столбика с накидом. Теперь здесь 1, 2, 3. В третью петлю 3 столбика с накидом. Теперь 1, 2. И во вторую петлю, это как раз, вот видите, наша была тройная связка, вот в средний столбик, мы провязываем сюда вершинку 3 столбика с накидом, 3 воздушные, сюда же 3 столбика с накидом. Теперь провязываем 1, 2, 3 в третью петлю, 3 столбика с накидом. Дальше 1, 2, 3. Вяжем 1 недовязанный столбик, 2, 3. Все петли, кроме последней, последние 2 отдельно. Здесь пропускаем 1, 2, 3, 4 в пятую петлю, провязываем первый недовязанный столбик, сюда же второй, третий. Провязываем все петли вместе, кроме последней, последние 2 отдельно. Поднимаемся наверх, считаем 1, 2, 3. Провязываем 3 столбика с накидом. Теперь вот, смотрите, вот наша тройная связка, да? Мы с вами находим вот серединку. 1, 2.
И вот она, серединка в третью петельку. Сейчас свяжем вершинку. Первый столбик, второй, третий, 3 воздушные, и сюда же 3 столбика с накидом. Первый, второй, третий. И теперь будем идти на спуск точно так же, как шли вот здесь. То есть сейчас мы с вами идем спуск, подъем, спуск, подъем. То есть точно так же, как провязали вот эту часть. В конце ряда вот провязали последнюю вершинку, и здесь точно так же, как в начале будем делать. То есть пропускаем 1, 2, во вторую петельку вяжем 3 столбика с накидом. Дальше 1, 2, 3 в третью петельку 3 столбика с накидом. И теперь 1, 2, 3, 4, четвертая петля, она же последняя, провязываем 1 столбик с накидом. И дальше, смотрите, мы с вами будем повторять, ну, получается, вот с этого ряда. Получается, вяжем вот так, потом опять повтор. И таким образом мы с вами можем провязать столько рядов, сколько нам необходимо для нашего изделия. Вот эту часть повторяем и не заморачиваемся. И вот такая красота получается, если провязать большее количество рядов. На этом мой мастер-класс подошел к концу. Если он вам понравился, тогда поставьте, пожалуйста, лайк, напишите комментарий и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.